Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Саша Трусова шокировала своих фанатов на шоу Этери Тутберидзе. Она исполнила 6 из 6 четверных луцев за все программы. Софья Самодурова объявила о завершении карьеры. Фигуристки продолжают выкладывать откровенные фото в соцсети. Ну а теперь об этом и других новостях. Российская фигуристка Софья Самоделкина тренируется в группе Светланы Соколовской. Хореограф Никита Михайлов ставит спортсменке новые программы. Весна, апрель и Софья Самоделкина, сообщили в команде Соколовской. Ранее сообщалось, что Самоделкина находится на просмотре. Не так давно она перешла к Соколовской от Сергея Давыдова. Софья Самоделкина – одна из самых талантливых фигуристок своего поколения. К 14 годам Софа выучила все возможные ультра-Си. У мужчин такое показывали только единицы, а среди девушек этим достижением может похвастаться лишь Александра Трусова. Однако внушительная техническая база не всегда оказывалась под силу. На сегодняшний день главным достижением Самоделкиной является серебро юниорского чемпионата страны. В середине апреля стало известно, что фигуристка находится на просмотре у Светланы Соколовской. Один источник утверждал о свершившемся переходе, другие же настаивали на том, что никакой официальной смены штаба нет. Вопрос с переходом Самоделкиной в группу Соколовской не утвержден. Спортсменка находится на просмотре у специалиста. Окончательное решение тренерами группы еще не принято, заявили в ЦСКА неделю назад. Тем не менее, уже тогда в профиле Самоделкиной появилась надпись «Соколовская Тим». Но похоже, просмотр завершился успешно. Посты о совместной работе уже появились как в аккаунте Самоделкиной, так и в группе Соколовской. Сама Светлана Владимировна сделала себе репост. Скорее всего, в новом сезоне Софу будет выводить именно Соколовская, а Никита Михайлов уже поставил программы. Российская фигуристка Софья Самодурова завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу в штаб Алексея Мишина. «Я уже закончила с карьерой. Я уже тренирую в штабе Алексея Николаевича в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-класс. Буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать. Софья, сложно ли было принимать такое решение? Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия, но вообще изи. Мне нравится тренировать. Есть дети. Есть материал, с которым можно работать. Я уже вижу результат. Тренеры это тоже видят в нашем штабе. Решение приняла около месяца назад. Уже месяц тренирую. Софья, а как это было? Поговорила с Алексеем Николаевичем. Сказала ему, что хочу заканчивать. Хотела уезжать в Казахстан. У меня там родители, семья. Алексей Николаевич сказал нет. Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение, мне надо оставаться в Петербурге. Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком. Софья, а Лизу Туктамышеву не тренируешь? Нет, тренирую нашу маленькую группу. 10-11 лет. Недавно пришел мальчик, ему вообще 7 лет. Я вообще люблю детей. Мне легко найти подход к каждому ребенку. Для меня это самое простое. Софья, а как ты подведешь итоги своей карьеры? Могла ли ты мечтать, что станешь чемпионкой Европы? Нет, не могла. Я об этом не могла мечтать даже в том сезоне, когда это случилось. Так подфартило, скажем так. Конечно, могу сказать, что моя карьера получилась успешной. Чемпионка Европы – это тоже какой-то труд. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Российский спорт ждут очень тяжелые последствия. Все отстранения не способствуют результату, а ведут к спаду. Ведь труд и тренера, и спортсменов идет в никуда. Из-за таких санкций наши тренеры начинают разъезжаться в другие страны, чтобы работать. А ведь специалисты такого уровня действительно нужны всем. Кроме того, и спортсмены задумываются о переезде. Мы уже не раз наблюдали смену нашими ребятами спортивного гражданства. К сожалению, сейчас такое снова может начаться, но будем надеяться на лучшее. С 2015 года нам все тяжелее. Хочу верить, что все наладится в ближайшие годы. Спорт без российских спортсменов сам здорово проигрывает. Не только мы многое теряем, но и все олимпийское движение. Хорошо бы, чтобы новый девиз Баха «Вместе» был не только на словах, но и на деле. Пока все врозь. Вместе все объединяются только против самой России и всех наших спортивных организаций, рассказала Роднина. Откровенная фотосессия Евгении Медведевой для мужского журнала произвела фурор. И хотя публика по-разному отреагировала на смелый шаг фигуристки, комплиментарных комментариев было все-таки больше. Болельщики были в восторге от спортивного тела Жени, но больше всего они были рады тому, что откровенные фото стали еще одним шагом девушки на пути к принятию себя. После съемки для Максим Медведева призналась, что ни о чем не жалеет и убеждена, что все сделала правильно. Позитивный опыт Евгении вселил уверенность и в других фигуристок. После фотосессии Медведевой откровенными фото поделились и другие спортсменки, чем заслужили поток комплиментов от болельщиков.
Однако опередила Евгению Медведеву Елизавета Туктамышева. В мартовском журнале 2021 года она попала на обложку журнала «Максим». 24-летняя Туктамышева была запечатлена в нижнем белье с заголовком «Лиза Туктамышева – лучшая фигура фигурного катания». Чемпионка мира и Европы 2015 года и ранее признавалась, что согласилась бы сняться в откровенной фотосессии для глянцевого журнала. Тем не менее, в тот день, когда в сети появились неопубликованные в журнале «Максим» фото Медведевой из откровенной фотосессии, смелым снимком также поделилась и Алина Загитова. Фигуристка опубликовала пост в своем телеграм-канале, к которому приложила нескромное фото. На снимке девушка одета в джинсовый пиджак, накинутый на открытый черный бюстгальтер, приоткрывающий грудь. Фото Загитова подписала лишь одним только эмодзи. Откровенный снимок произвел фурор среди болельщиков. Они написали более 1800 восторженных комментариев под постом фигуристки. А некоторые пользователи и вовсе уверены, что именно олимпийская чемпионка Пхенчхана станет следующей фигуристкой, которая снимется для мужского журнала. Откровенными фото в своих соцсетях поделилась и Александра Байкова. Чемпионка Европы в парном катании опубликовала серию снимков, на которых позирует в бюстгальтере телесного цвета. Эти фотографии пылились в моей фотопленке практически год. Все это время они ждали прихода весны, потому что всегда ассоциировались именно с ней. Светлые и воздушные на картинке. В реальности же создавались в 30-градусную летнюю жару. Белый – цвет чистоты и оставшегося между проталинками снега. Черная – весенняя земля. А бежевый – гармония, тепло нашего тела и окружающего мира. Но чем не весна? Подписала фото Байкова. Фигуристка долгое время не хотела выкладывать нежные снимки, но в итоге все-таки решилась показать их публике. Возможно, Сашу на это вдохновила ее подруга Евгения Медведева. Чемпионка Европы Софья Самодурова раньше всех из фигуристов открыла сезон отпусков. Девушка улетела на море и, конечно же, не обошлась без красивых фотографий в купальнике. Фигуристка поделилась откровенными фото в своих соцсетях и получила огромную порцию восторгов от болельщиков. В переполненном зале Ташкента прошло заключительное выступление тура шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Традиционно открывал выступление номер с Даниилом Блехенгаузом и зажигающимися звездами-фигуристами. Анна Щербакова в своей программе исполнила тройные прыжки: каскад, тройной флип, тройной ридбергер, тройной лутс, тройной флип, тройной лутс. Все чисто. Удивила своим выступлением Александра Трусова. Она исполнила в обоих программах четверные лутсы, а так как это последнее шоу, то получается Трусова исполнила 6 из 6 лутсов в программе Круэлла во всех городах. Это очень стабильный результат. Видно, что Саша находится в очень хорошей форме, и, конечно же, Трусовой нужно продолжать выступать на соревнованиях и в следующем сезоне.